Дорогие люди, дело в том, что в нашей жизни очень большую роль играет жизненная сила. Мы все знаем, если у человека нет жизненной силы, энергии, он не может любить, он не хочет радоваться жизни, ему ничего не нужно, не интересно, он нездоров, он со временем физически и морально заболевает и уходит с этого мира и прочее, прочее. И, к сожалению, очень многие люди, которые сами не понимают того, начинают нас вампирить, съедают нашу энергию. Человек иногда сам не понимая, забирает твою энергетику, поскольку ты сильнее, поскольку ты умнее, на тебя опираются, на тебя как бы их мысли, с тобой связаны их надежды. Иногда человек не осознает этого, иногда сам не виноват, просто будучи сам слабым, берет твою силу. И ты не понимаешь, почему после ухода человека ты просто выпившая, почему человек ничего не делает, просто сидит с тобой, разговаривает, а тебе уже плохо, дискомфортно, почему ты отменяешь все свои дела, ты не хочешь ничего делать. Этот человек вампирит тебя, внутри вот его энергетика начинает сосать, у тебя твою энергетику жрет, съедает, и в конце концов приходит к тому, что усиливается он за счет тебя, ему с тобой хорошо, ему с тобой комфортно, а тебе нет. Ты уже боишься с ним столкнуться. Такими людьми могут быть даже мать родная, может быть свекровь. Причем эти люди могут быть очень хорошие, могут быть очень любящие и желающие тебе только добра. Но они не понимают, что они... Даже суть не в том, что нравоучение не настолько съедает нашу энергию, как именно вот такие вампирующие люди. Потом смотрите, есть люди, которые специально доводят, чтобы вы разозлились, вышли из себя, после этого у них настроение поднимается, они улыбаются, они светятся, у них кожа меняется, у них лицо становится светлее и лучше, да, а вам хочется умереть, вам ничего не хочется, у вас все из рук падает, все, ничего не надо, ничего не хочется и так далее. И такие вампиры существуют. Надо научиться свою энергию сохранять внутри себя. Мне говорили, что очень много искали какой-то ритуал, который отсекает энергию свою, закрывает от вампиров, но не нашли. Я не искала такой ритуал, поскольку ритуалы я беру либо древние, которые есть даже в современных книгах, но они так переделаны, но я так прекрасно читаю, между строк понимаю, где, как, чего, какое слово надо заменить и как под себя сделать. Либо свои родовые, домашние, наши из тетрадей, да, либо создаю свои на основе вот тех самых. То есть у меня такого типа ритуалы, поэтому я вам отдаю ритуал свой. Как отсечь вампиров, как сохранить свою жизненную силу. Когда вы чувствуете, что ваша жизненная сила утекает, нужно делать следующее. Не сразу читать это. Сначала вам надо очистить себя, если вы практикуете, еще раз говорю, либо очистить сначала человека, потом надо его головой читать вот этот заговор, да. Значит, алтарь любой, просто я здесь не убрала Бафомета, поскольку только что делала с ним ритуал. Алтарь подходит любой, без разницы. Только одну свечу постарайтесь найти красную. Красная, она свирепая, ярая сила, и она нужна будет, поскольку вампиры, кровь и тому подобное символизируют красный цвет. Черный алтарь. У меня алтарь постоянно черный, это нормально, это энергия черных свечей мне просто ближе и роднее. Так вот, это редкий ритуал, я нигде не встречала ритуала, который сохраняет нашу жизненную силу. Когда вы чувствуете, первым делом вы себя должны очистить, потом закрыть свою энергию. И после этого, через некоторое время, через несколько дней, только призывать там, скажем, силы, благополучия и тому подобное. Дайте своей энергии внутри вас развиваться. Наша энергия в нашей оболочке, внутри нас, она развивается, усиливается. Если энергия сильная, чистая, мы притягиваем нужных людей, сильных людей, нужные какие-то моменты и так далее. Если энергия, если проткнули дыру, если она утекает, уходит, то мы начинаем притягивать людей слабых, мы начинаем на свою голову вешать всякие проблемы. То есть поэтому не зря говорят, что там беда одна не приходит. Но если у человека энергия уже как бы проткнута, уже начала утекать, все сыпется на его голову. Да, у нас есть такое выражение, армянская поговорка, когда бык падает, то
режущих становится больше. То есть, понимаете, когда вы уже начинаете спотыкаться, то одна проблема, вторая, вы притягиваете, уже идет, 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 и все, и как бы вас не задавило. И сделайте сразу вот это, очистите себя, потом сделайте ритуал. Можно и сразу делать, но эффект после чистки намного сильнее, потому что вы освободили свою вот эту вот оболочку, а потом усилили. И она будет внутри развиваться и усилит вас, и закроет вашу силу. Ведь заговор, что такое? Мы своим словом даем как бы установку, даем приказание, указание Вселенной: сделай то-то, сделай это. То же самое мы, когда используем, что там, ну, с Богом или счастливого пути и так далее, мы даем установку. Мы даем своим словом установку. Это такие же маленькие заговоры, которые мы просто произносим, не понимая того. Или будь здоров. Мы даем установку человеку вылечиться. Вот и все. Вот это такая же установка, такого же типа установка, которая очень будет полезна, когда вы начинаете терять силу. И человек, который вампирит вас, перестанет вампирить, может быть, он перестанет к вам ходить. Вы знаете, бывает, иногда соседка придет чай пить, сидит, пьет, часами разговаривает, и никак не выгонишь, потому что не понимает этот человек, что тебе, извиняюсь, элементарно нужно в туалет. Или приходит человек, который приходит за помощью, сидит часами. Да, ему хорошо с тобой, он узнает много нового, очень хорошо, но ты же человек, тебе хочется выйти, тебе хочется своими делами заниматься, и в конце концов ты устаешь, тебе отдохнуть надо. А человеку как бы параллельно, понимаете, это вампир. Бывают просто наглые вампиры, бывают бессознательные вампиры, бывают целенаправленные вампиры, их много. Но от всех их нужно себя остерегать, отсечь и свою энергию беречь в себе. Иначе погибнете. Чур меня, чур, мыши летучие, пиявки пьющие, кровососущие, чур меня, чур, моя кровь не для вас. Моя сила не ваша, она моя. Она во мне, моя кровь мне служит, моя сила мне служит. К нечисти не уходит. Сила моя мне в помощь, мне в услужение. Мою силу мне оставьте, моя кровь во мне теки. Никуда никому не отдам. Кто мою силу крадет, уберется сам. Отовсюду силу беру, от огня, от воды, от земли, от ветра, от людей. Все у всех заберу, никому ничего не отдам. Моя сила, энергия во мне отныне закрыта на 40 замков. Вся моя энергия жизни заперта на ключ, служит мне. Моя сила во мне заперта на ключ. Все мое мне служит. Закрыла себя от кровопийц, закрыла от всех свою силушку. Она от меня никуда не уйдет. Она во мне живет, множится. Заклято. Очень эффективный, очень хороший ритуал, чтобы сохранить свою жизненную силу. Ведь сила – это наши деньги, это наша удача, это любовь, это счастье, это сексуальная энергия, это красота, молодость, здоровье. Это все жизненная сила. Если жизненная сила уходит, все это постепенно начинает уходить. Самое главное, будьте сильны жизненной энергией, наполняйтесь. Все остальное само притянется к вам. Если у вас нет жизненной силы, если вы не отдыхаете, сутками работаете и ждете, что у вас должны быть деньги, не будут они у вас. Вы просто упадете бездыханное, вот и все. А если человек работает, выходит, для чего? Он выходит в парк, садится с семьей, проводит время, он усиливается, он энергию берет и идет обратно, чтобы эта энергия притянула ему в жизнь деньги, работу, связи, что-то новое. Если вы будете постоянно только отдавать и ничем не наполняться, вы в конце концов, вот знаете, как компьютер, дадите сбой и все. Всего доброго и удачи.